Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Коптим дома. Соберу дымогенератор с внешним эжектором. В интернете подобных конструкций огромное количество, в том числе и промышленных, из нержавейки или крашеных, с клеймами производителей, и с другими маркетинговыми изысками. Цена на такие изделия значительная. Предлагаю вашему вниманию предельно простую конструкцию с минимальными затратами средств и времени. Своими руками, без сварочных работ, без пайки, используя инструменты, имеющиеся в каждом хозяйстве. Мой дымогенератор ничем не хуже предлагаемых в интернете. При этом на порядок дешевле. Изготовлю, дам теоретическое обоснование функционирования, проведу испытания. Дам объективную оценку дымогенераторам с внешней эжекцией, включая те, которые продают в интернете. А там уж ваше дело, покупать или делать самим, или отказаться от затеи вообще. Однажды уже изготовил дымогенератор, тот, что проще простого. Ссылка в описании. Он без эжектора, то есть пассивный. Вне системы он не работает. Это, собственно, отрезок трубы диаметром 90-100 мм и длиной миллиметров 700, плюс-минус 100. У нижнего края 3 небольших отверстия. Они предназначены для поджига и для подачи воздуха в зону тления щепы. С противоположной стороны у того же края отверстие большего диаметра. В него монтировался выходной дымовой патрубок, обыкновенный полудюймовый сгон. В предыдущих видео переделал его в дымогенератор с интегрированным нижним эжектором. Затем в дымогенератор с верхним эжектором. Ссылки в описании. В этот раз переделаю в дымогенератор с внешним эжектором. Эжектор не будет интегрирован в дымогенератор, значит входное отверстие не нужно. Во входное отверстие я вставил отрезок полудюймового сгона с резьбой. Изнутри накрутил гайку, снаружи фиксировал полудюймовой заглушкой. Подготовил дренажную емкость, обычную банку с резьбовой крышкой. В крышке ступенчатым сверлом сделал отверстие 21 мм. В отверстие снизу вставил отрезок полудюймового сгона с накрученной на него гайкой. Сверху накрутил полудюймовый тройник. Вот как-то так. Закрыл крышкой банку. Это и будет дренажная емкость. Накрутил ее на выходной патрубок. Затем взял вот такую конструкцию. Собранную из полудюймовых сгонов и муфт.
Изготовил ее, когда снимал видео об упрощенном охладителе дыма. У стандартного сгона с одной стороны короткий участок резьбы, с другой длинный. На короткий накручиваю муфту до упора. С другой стороны в муфту вкручиваю длинный участок второго сгона. На короткий участок резьбы второго сгона накручиваю следующую муфту и так далее. В результате получается вот такая полудюймовая труба. Конечно же, было бы правильно взять отрезок полудюймовой трубы нужной длины. Один полудюймовый сгон разрезать на две части и этими частями оконцевать отрезок трубы при помощи сварки. Но раз уж договорились без сварки, делаю без сварки. Вкрутил сборку в тройник сверху. Это будет дымовод и охладитель дыма, 2 в 1. Ну как охладитель? Так себе охладитель. На дымовод буду монтировать модуль эжекции, упрощенную версию, тот, что собрал в одном из предыдущих видео. По ссылке в описании детально об этом модуле. Назначение, сборка, принцип функционирования, испытания, производительность, питание, то есть полная подробная информация. Напомню вкратце, из чего собран и как функционирует. Турбина. Небольшой вентилятор турбинного типа. Такие применяются в 3D принтерах. В интернете их полно. Как пример оставлю ссылку в описании. О питании турбины чуть позже. Полудюймовая гайка. В моем случае пластиковая. Вполне допустимо использовать металлическую, стальную или латунную. Полудюймовый стандартный тройник типа НВВ, то есть с одной наружной резьбой и 2 внутренними. Стандартный полудюймовый тройник типа ВВВ, то есть с 3 внутренними резьбами. Полудюймовый пластиковый фитинг, переходник с полдюйма на шланг. Стандартный полудюймовый сгон. Стальной или латунный значения не имеет. Полудюймовый шар-кран с внешними резьбами. Приступаю к сборке. Беру пластиковый переходник и снимаю с него уплотнительное резиновое кольцо. Оно не понадобится. У переходника на конце утолщение. Срезаю утолщение канцелярским ножом. В тройник типа ВВВ вкручиваю переходник форсункой внутрь тройника до половины резьбы переходника. Пальцем внутри тройника придерживаю форсунку, чтобы не вращалась. На свободный участок резьбы переходника навинчиваю второй тройник типа НВВ. Полудюймовый шар-кран ввинчиваю в боковую внутреннюю резьбу тройника НВВ. Полудюймовый сгон ввинчиваю в тройник ВВВ. Вот такая нехитрая сборка получилась. Сборку пока в сторону.
Займусь турбиной. На выходе турбины мне надо закрепить гайку. Крепить буду на термоклей. Зафиксировал гайку и аккуратно проклеил термоклеем. Герметизирую стыки по периметру. Готово. Оставлю на пару минут, чтобы клей остыл. Упс, с краном поторопился. Кран будет мешать монтировать турбину на эжектор. Кран пока выкручу. Ввинчиваю эжекторную сборку в гайку на турбине. Ну и кран на место. Вот, пожалуй, и все. Модуль эжекции готов. 5 минут работы и $8 затрат. Проще только купить готовый. В двух словах примерно так. Турбина, гайка, тройник, кран, форсунка, тройник, выходной патрубок. Теперь немного теории, как предположительно должен работать модуль. Из турбины воздух поступает в первый тройник. Если кран перекрыт, то в тройнике создается область повышенного давления. Отсюда под давлением через сопло форсунки струя воздуха устремляется в выходной патрубок. В патрубке поток воздуха заполняет всю площадь сечения. Скорость потока снижается, но его кинетическая энергия сохраняется. Двигаясь дальше по патрубку, поток воздуха работает как поршень, вытягивая воздух из зоны перед форсункой с ее внешней стороны. В эту зону устремляется воздух из бокового канала тройника. Это и будет дымовой канал, канал коптильни. Таким образом будет реализована принудительная тяга в системе коптильни. В данном случае тяга в дымовом канале будет максимальной для предложенной системы. Если кран, расположенный на первом тройнике, открыт, то основной поток воздуха из турбины, проходя через форсунку, также будет создавать тягу в дымовом канале. Основной, так как кинетическая энергия потока воздуха из турбины направлена вдоль системы, на вход форсунки. Но при этом часть воздуха будет выходить через открытый кран, снижая давление в тройнике. В этом случае тяга в дымовом канале будет минимальной для данной системы. Изменяя степень открытия крана, тягу в дымовом канале можно менять в диапазоне от минимальной до максимальной. На дымовод монтировал модуль эжекции, то есть эжектор с турбиной и регулятором производительности. Вот такой дымогенератор получился. Подключил блок питания. Как обещал, без паяльника.
посредством бельевой прищепки. Засыпал в дымогенератор самодельную щепу. И о щепе есть видео на канале. Все готово к испытаниям. Поджигаю щепу. Процесс пошел. Дымогенератор работает. Не забудьте лайк или дизлайк и комментарий. Не зря же я это собирал. Несколько слов о преимуществах и недостатках такой конструкции. В сравнении с дымогенератором с нижним эжектором, дым на выходе более холодный, но все же недостаточно для холодного копчения. Об этом говорил в самом первом видео на канале. Ссылка в описании. Вкратце напомню. Вообще-то, чем ниже температура дыма на входе в эжектор и чем длиннее дымовод, тем глубже и тоньше очистка дыма. Но так как дымовод короткий, он быстро прогреется, дым будет остывать меньше и температура дымовоздушной смеси превысит максимально допустимую для холодного копчения. При этом очистка дыма будет недостаточна. Можно ли это исправить? Возможно удлинить дымовод, тем самым снизить температуру дыма и, как следствие, повысить степень очистки. К сожалению, нет. Вертикальный участок дымовода удлинить нельзя. Эжектор и без того высоко расположен, выше поднимать просто некуда. В интернете предлагают его расширить для увеличения площади радиации. Внутрь поместить какие-то рассекатели, винтовые системы для обеспечения большего соприкосновения дыма с поверхностью радиатора, ну и в таком роде. Какой-то временный эффект, наверное, будет, но все это прогреется через несколько минут. Перестанет забирать тепло. Система войдет в равновесие, при котором температура дымовоздушной смеси будет значительно выше предельно допустимой. Это та же история, что с охлаждением дыма на щепе в случае с верхней эжекцией. Может увеличить горизонтальный участок дымовода? Я попытался. Еще до начала испытаний было понятно, что коптить рыбу холодным способом не получится. При температуре воздуха за бортом 30 градусов температуру дыма ниже этого значения получить не удастся. Это противоречит второму закону термодинамики. А 30 градусов и выше – это температура денатурации белков рыбы. То есть при температуре дымовоздушной смеси выше 30 градусов, помимо копчения, будет идти процесс термической обработки рыбы. Но может с мясом получится. Я удлинил горизонтальный участок дымовода на 1,5 метра. Вот этот участок. Все было замечательно, дым был холодный, минут 15. Затем труба основательно прогрелась, и когда на выходе эжектора температура дымовоздушной смеси достигла 43 градусов, это температура денатурации животных белков, и продолжила расти, я остановил испытание с отрицательным результатом. То есть, даже значительные исправления и доработки не решают вопрос с температурой и очисткой дыма в этой конструкции. То есть, охлаждение, пусть недостаточное, какое-никакое, но есть. Значит, и очистка дыма. Грубая, неэффективная, недостаточная, неприемлемая, но есть. Испытания проводил недолго.
Проверил функционирование, не более. Но даже за короткое время в дренажную емкость стекло какое-то количество водоугольной суспензии. Это и есть та самая грязь, от которой необходимо очистить дым перед копчением, но более глубоким охлаждением дыма, как, например, в моей коптильне версии 2.1. Ссылка в описании. В сравнении с дымогенератором с верхним эжектором, вероятность зависания щепы в такой конструкции значительно ниже. Та водоугольная суспензия, что стекла в банку, в дымогенераторе с верхним эжектором осела бы на щепу, щепа намокла бы, распарилась, набухла и зависла бы в дымогенераторе. Итак, предложенный вариант превосходит дымогенераторы с интегрированными эжекторами. Недостатки дымогенератора с внешним эжектором все те же, что и у дымогенераторов с интегрированными эжекторами. Грязный и относительно горячий дым. Лабораторные испытания прошли успешно, а вот испытания в процессе реального копчения проводить не буду. Не стану портить продукты. И дело даже не в том, что дым на выходе подобных конструкций имеет влажность 100%. Остывая в коптильной камере, пройдя точку росы, в дыме конденсируется вода в виде аэрозоля. Конденсат образуется на внешней поверхности камеры и на самом продукте. В результате коптится мокрый продукт при 100% влажности дыма в присутствии водяного аэрозоля. Дело вот в чем. В зоне тления щепы образуется большое количество аморфных углеродов. Это угольная пыль, зола, пепел, сажа. Все это фактически уголь, не вступивший в химическую реакцию с кислородом. Уголь вместе с дымом поступает из дымогенератора непосредственно в коптильную камеру и оседает на продукт. Затем вместе с продуктом попадает в организм, в пищеварительный тракт. Предвижу возражение. А чем вреден уголь? Сам не токсичен, ни в какие реакции в организме не вступает, вреда не причиняет. Из организма выводится естественным путем. Больше того, уголь – сорбент, применяется в медицине. Адсорбирует токсины в организме и вместе с ними выводится естественным путем. Возможно, аморфные углероды на продукте даже полезны. Вероятно, все было бы именно так, если бы не было иначе. В зоне тления при высокой температуре образуется широкий спектр полициклических ароматических углеводородов, в частности бензопирен, наиболее изученное соединение с доказанными канцерогенными свойствами. Бензопирен конденсируется на частицах угля, адсорбируется им и кристаллизируется в нем. Бензопирен также кристаллизируется вне угля в виде мельчайших нерастворимых в воде кристаллов. Все это оседает на продукт и с продуктом попадает в организм. Как бензопирен взаимодействует с живой клеткой, в частности с ДНК клетки, как химически модифицирует ее, как возникают мутации в геноме, которые приводят к трансформации нормальной клетки в опухолевую. О всем этом умолчу. Это медицинский аспект, в этом я не силен. Скажу только одно. Согласно информации из Википедии, бензопирен по степени воздействия на организм относится к первому, то есть к высшему классу опасности. Чрезвычайно токсичен для многих млекопитающих. Сильнейший канцероген. Вот и думайте, нужен ли вам такой ядогенератор. Самодельный или купленный в интернете. А можно ли очистить дым на выходе этого или подобного дымогенератора от твердых нерастворимых частиц, от аморфных углеродов и полициклических ароматических углеводородов? В подобных конструкциях нет. Однозначно.
На выходе дымогенератора ничего с дымом сделать нельзя. Не получится ни очистить его, ни охладить. Любое малейшее сопротивление движению несущей среды, будь то фильтр или какая-либо клининг-система, или даже 1-2 поворота магистрали, приведет к дисфункции эжектора. Эжектор перестанет работать. И об этом уже говорил в ряде видео на канале. Именно поэтому на выходе эжектора нельзя установить какой-либо охладитель или какую-либо систему очистки дыма. Даже 1-2 поворота магистрали на выходе эжектора снижают кинетическую энергию потока, создавая зону повышенного давления на выходе системы. При увеличении силы потока объем воздуха увеличивается, а кинетическая энергия, повышая давление, снижается. Избыток воздуха устремляется в дымовой канал, возникает обратная тяга. Именно поэтому предлагаемые в интернете дымогенераторы с нижней, верхней и внешней эжекцией непригодны для использования в коптильне. На выходе этих дымогенераторов ничего установить не удастся, ничего с дымом сделать невозможно, ни охладить, ни очистить. В своей коптильне проблему охлаждения и очистки дыма решил. В ней очистка реализована по принципу работы промышленных скруберов. На данный момент актуальная версия коптильни – версия 2.1. Не стану утверждать, что мое копчение безвредно, любые копчености вредны, но мое на порядок, может на несколько порядков, безопаснее и качественнее. До встречи на канале.